Добрый день. Как вы видите, мы на Дворцовой площади. За спиной у нас Исаакий, Александровский сад. И сегодняшняя цель, продолжение предыдущей, это Невский. На этот раз мы стартуем, как уже понятно, с Дворцовой площади и пойдем в сторону Восстания, попутно цепляя возможные и невозможные проходные дворы, где это по возможности попетляем. Но особо говорить, наверное, не буду. Такого чуточку АСМРа. Отмечу, что у нас на календаре ноябрь. У школьников каникулы. Так что кругом толпы, маленькие и большие, детворы. Все, стартуем. Прямо у нас по курсу Невский, дом 1. Некогда был банк в нем, уже в современной России. Так, чуть-чуть потрясет, одену-ка я перчаточки. Так, обещанная молодежь. Уже такой практически облетевшие деревья, но пока еще желтизна присутствует. Так, пойдем по этой стороне Невского. Так, по левую руку у нас вот это вот желтенькое здание. Это все еще генеральный штаб. Совсем известный его аркой. По правую руку это черное здание. С одной стороны красивое, как будто какой-то готичный замок, что ли, или крепостная стена. Сейчас это гостиница, буквально вот-вот открывшаяся. Люксорити. Прям такого, я имею в виду, уровня прям понты-понты. В советское время, ну и в современную как бы России на первом этаже были кассы Аэрофлота. Ну, сейчас там какой-то чудо-понтовый ресторан. Вправо у нас уходит морская улочка. Большая, малая. Нам сейчас не важно. То направление Исаакиевского собора. Но мы, можно сказать, перпендикулярно ему движемся.
Вот тут примечательная штучка. Дом 1939 года и, собственно, памятная возобновляемая надпись. Такие надписи писались, ну, на стенах домов во время блокады. По этой стороне было, как мы видим, ходить опасно. Сейчас там музей. Давайте заглянем. Во двор. Здесь глобус некий. Опять вот эти вот закуточки. Да, вот, ну опять, друзья, как вот это вам контраст. Но я надеюсь, что здесь вот эти окна, это не квартирные, это лестничная площадка там. И вот эти окна выходят в стену. Так, наш глобус, что мы тут привернули? Чтобы на земной планете не повторялось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Вот так вот. Угу. Хорошо. Вы помните? Не все. Наверное, покажу камень, да, историчные двери с такими вот ручками латунными, стекла с фальцем. Видите, как, да, преломляется свет. И можно сказать, ну, собственно, это как бы двери дико историчные. Это у нас Невский 6, наверное. Нет, больше. Сейчас дойдем до края здания. Невский 16. Как говорится, можно прикоснуться к истории при желании. А вот и пешеходная часть Большой Морской со всевозможными зазывалами и раздавалами. Здесь сейчас вот в этом сером здании тоже всякие развлекательные заведения, а некогда это был телеграф. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что как раз в революцию первое, что брали, это средства связи, телеграф. Ладно. Мы в это углубляться не будем. Мы гуляем по Невскому. И ищем проходные дворы.
Так, у нас по левую руку дом Катомина. И, собственно, отсюда 27 января 1837 года Пушкин и его секундант Донзас отправились к месту дуэли. Кораблики приглашают на разведение мостов. Так. Еще одно место, где вы можете... Истории. Собственно, здесь сейчас литературное кафе, и как будто бы Пушкин своего секунданта-то в нем и ждал. От его прибытия они двинулись. А мы подошли сейчас к реке Мойке. И почему здесь Пушкин ожидал его? Ну, он здесь неподалеку жил. Вот там Певческий мост впереди, потому что там капелла рядом. И Пушкин там неподалеку жил. И, собственно, почему бы и не здесь? Да, мы, наверное, как раз до туда дойдем. Мойку переходить здесь не будем. И каждый раз, когда я в это место прохожу, мне вспоминаются слова из песни группы Animal Jazz «Можно все» называлась. Но начинается она так. Вдоль помойки водят за нос людей, а в барах стойки в ожидании гостей. Вот, собственно, так оно и есть. Водят за нос. Эти все зазывалы лодочные. Предлагаю невероятные скидки на и без того завышенные тарифы. Ну а в барах действительно стойки в ожидании гостей, что как не вечер, то вперед. Так, что тут у нас? Уровень после последнего шторма понизился. Представляете, вот буквально там с месяц назад вода еще вот прямо здесь на нижней плите перекрывала эту плиту. И можно сказать, что уровень в реках и каналах был по большому счету вот где грязная часть по камню, мокрая, грязная, вода была вплоть по эту черту. Но как бы я сейчас нелестно отозвался о зазывалах на кораблике, сами прогулки на корабликах по рекам и каналам категорически рекомендую. С них вы увидите Петербург совершенно под другим углом. Работает аудиогид. В принципе, по ходу рассказывают о тех местах, где этот пароходик проходит. Берите с собой теплые вещи. Если есть дома, пледы. Ибо сейчас на всех этих корабликах пледы за отдельную денежку. Раньше это было как бы бонусом и частью промо-акций по зазыванию наличия пледов. То сейчас нет, все, халявные пледы кончились.
состоянию на сейчас 500 рублей и плед твой временно. А мы приближаемся к первому проходному двору на нашем пути. Получается, мы сделали круг вокруг Дворцовой площади. Сейчас мы подойдем, и я вам покажу, и вы поймете. Не переключайтесь. Вот мы на Певческом мосту. А у нас слева площадь. Вот такого мы сделали круга по Невскому. И дальше по мойке мы не пойдем. Мы сворачиваем в эти ворота. Там у нас капелла. Вот тому доказательство. Капелла, пожалуйста, орган. Бери, не хочу. Вот там вход написан концертный зал. Флаги России и Санкт-Петербурга. Оп, дверку закрыли, не успел снять. Какие-то тоже реставрации идут внутри. Вот, мы свернули с набережной реки Мойки, дом 20, и пошли вглубь через проходной двор. Сразу заспойлерю, вынырнем мы на Большой Конюшенной. А может быть и на Малой. Ну, вынырнем, и я уточнюсь, я их на самом деле путаю. Ибо одна с проезжей частью, вторая пешеходная, одна уже, другая шире. И какой-то там у меня в голове путаница. Но как будто бы та, которая шире пешеходная, это Малая Конюшенная, а та, что с проезжей частью большая. Вот такой дворик в нашем пути с кафешкой, галерея, еще галерея. И так вот сопоставить или просто вообразите себе 2 минуты от Дворцовой, а здесь живут люди, обыкновенные петербуржцы, прорубившие себе такие замечательные окна в стенах Брандмауэрах. Почему бы и да. Капелла здесь продолжается. Афиши. Это тут ДРБ, Deutsche Russland, что-нибудь, да? Да. Русско-немецкий центр встреч. Переехали они, до этого находились неподалеку на Невском 22-24. Это лютеранская церковь, да, святых Петра и Павла. Сейчас вот сюда. Так. Куда мы действительно выскочили? Да, Большая Конюшенная, 11.
То есть, гуляя по Петербургу на Большой Конюшенной, вот знаете, вот эти замечательные серые ворота, дом 11, можно привернуть в эти ворота и оказаться прямо на Дворцовой площади. А мы выходим на бульвар. И пройдемся по нему. Ох, петербургская осень, конечно. Спасибо, что без дождя, как говорится. Но ветер по обыкновению дул на него со всех 4 сторон. Так. Там Шведский переулок. По-моему, была Шведская Слобода или что-то типа того. Тоже двор. В принципе, можно на мойку через него выскочить, но он закрыт сейчас. Мы подходим к ДЛТ. Конечно, как вот это особенность русского языка, да, как вы в каком порядке слова не поставьте, все равно и в принципе будет правильно, и вас, конечно же, поймут. А дом ленинградской торговли. ДЛТ расшифровывается. Ну, почему бы и да. А здесь у нас приход Святой Марии, Евангелистско-лютеранской церкви. Да, как я и говорил, на самом деле в прошлом ролике говорил, на Невском проспекте всего один православный храм, и это Казанский собор. Храм сказал, да? Неправильно, наверное, храм-то говорить. Храмы у древних греков были. У православных церквей соборы. О! Вот этот аттракцион. Сейчас вам покажу. Широко разрекламированная история про петербургские пышки. Да, мы вот видим, сейчас с той стороны дороги целая очередь из, ну, скорее всего, туристов, ну, потому что вряд ли сами петербуржцы будут в этой очереди стоять за пышками. Но разрекламировано, что самая старейшая в современной истории пышечная с 1958 года. Пышки такие же, как и везде. Но сам факт, что вы были в самой старой пышечной Петербурга, наверное, кому-то греет душу и амбиции. Потом этим можно козырнуть, вернувшись домой. Так что знаете, куда можно, гуляя по Невскому, привернуть. Это должен быть адрес Большая Конюшенная, там 29, может быть, или 25. А мы вот сейчас шмыгаем в этот, не доходя до самого Невского, приворачиваем в арку налево
можно сказать, будем срезать. Упираемся в вот это вот громадные окна, башенка. Это как раз та самая лютеранская церковь святых Петра и Павла, ныне действующая. А в советское время, ну, тут на самом деле надо представить и себе попробовать вообразить, что внутри вместо вот основного помещения, где велась служба, был сделан бассейн. То есть проведены инженерно-технические там работы, укреплено, установлена чаша бассейна, и был оздоровительный бассейн, пожалуйста. Там у нас Невский. Но мы опять не пойдем, мы пойдем дальше. Полудворами. Так, можно вот в эту арку, а можно оп, сюда. Заходим. Здесь нас встречают окна какого-то из заведений Боревича. Нам повезет или нет? Да, нам повезло. Арка есть. Я уж что-то засомневался прям. Выходим на малую конюшину. Дом 9 был. Перед нами памятник Гоголю. Установлен не так давно, в 1997 году. Стоит он лицом к Казанскому собору, но так вот кутаясь в шинель и отводя голову, как будто бы от сильного промозглого петербургского ветра. Да, мы оказались напротив Казанского собора. Вот интересно, что все Казанский собор представляют вот таким, какой мы видим сейчас. Я сейчас не говорю о том, что он когда-то был каким-то другим, выглядел как-то иначе. Нет, он вот в 1811 году как построили, только уже после победы в Великой Отечественной войне поставили памятники Кутузову, Барклая де Толли. Плюс там еще были планы у архитекторов по поводу каких-то скульптур. Для них даже, по-моему, уже были подготовлены постаменты, но так до конца и реализовано не было. Ага. Смотрите-ка, ну опять же, для фанатов ВКонтакте все знают, что здание Зингера, как раз около которого мы находимся, да,
здание Зингера, дом книги. Сейчас на первом этаже ВК Story. Приходите в офлайн, покупаете мерч. А на втором этаже, да, кафе с замечательным видом на Казанский собор. Так вот, про другой вид. Наверное, мы сейчас попробуем обойти. Так, там у нас вдалеке Спас на Крови. Мы у канала Грибоедова. Прогулку по каналу Грибоедова смотрите, вот тут должна всплыть в правом верхнем углу подсказочка, где мы гуляли летом по всему каналу Грибоедова. Вот, мы обойдем, наверное, сейчас тогда Казанский собор вокруг и посмотрим его со всех сторон. Вряд ли это кто-то сознательно делал. Да, если вы гуляете по Невскому, то, как правило, вы просто проходите мимо, делаете пару фоток, ну и все. Но если вы не гуляли вокруг, то, как говорится, камцумир. Привет немецким нашим зрителям. Alles zusammen. Собор действующий. Вход, насколько мне известно, бесплатный. Так, а мы вправо. Шуть-шуть. Надеюсь, этот уличный карикатурист со своей музычкой нам ничего не подпортил. Так, здесь стартуют экскурсии на ретро-автобусах. Вот тут желтый, ну не совсем ретро, но привет, Советский Союз. Опа, так. Пройдемся под колоннами. Несколько лет назад стены собора реставрировались, очищались. То есть сейчас они так, можно сказать, отпескоструены. Были, конечно же, негодования со стороны какой-то части населения. Зачем? Да вы портите, да раньше было лучше. Но прошло время, и все привыкли, и как будто бы всегда так было. Вот. Здесь можно уже тоже войти в собор и выйти. Справа у нас здание института имени Лесговта. Спортсменов там обучают, чтобы те умели правильно тренировать молодых спортсменов. Так вот, пожалуйста, видим, на 5-м этаже продается квартирка, так что у кого есть лишние
денежки, можно здесь их оставить и иметь вот такой замечательный вид из окон. Мгм. Так, здесь мы перебежим дорогу, и нам надо кое-что увидеть. Опять же, мало кто такое, наверное, знает или обращает внимание. Но вот здесь есть в Казанском соборе кафе Крипто, где можно замечательные булочки купить. И также здесь справа от крипты икона, копия иконы Казанской Богоматери. И здесь же захоронен Кутузов. Так что, пожалуйста, знайте. Так, а мы что нам? Подойдем сейчас к каналу Грибоедова. Дилемма. Выйти обратно на Невский или сделать петельку. Такой вот вид. Да, пойдемте, дойдем до Банковского моста. Как мы видим, реставрационная работа, слава богу. Скоро будет снова красота. Вот, гуляя в Питере, в центре, вы никогда не замерзнете, не оголодаете. Большое количество разнообразных кафе, пирожковых. Прям бум какой-то последние годы, именно вот пирожковые. Прямо по курсу у нас здание Государственного экономического университета. Когда-то, господи, сейчас что-то чуть не ляпнул. Финек. Чуть не ляпнул другую аббревиатуру на букву Ф. Финек. Ну и, собственно, Банковский мост с этими крылатыми львами, отреставрированными, свеженькими. На мосту курить воспрещается, гласит эта табличка. А почему? Да потому что часть еще вот этих мостов
В принципе, что и через Фонтанку, что и сейчас, как на канале Грибоедова, они имеют деревянный настил. И, по большому счету, есть риск, что могут сгореть. Поэтому... А тут и студенты, как раз у них перекур. Так, мы налево. Такие красивейшие подходы, спуски к воде. Интересно, а кто-нибудь из студентов так вот на папа-мама на собственной катере, яхте, пароходе причаливал, привозил ребенка? Это было бы, наверное, для Финека понтовый понт. Так, а мы сейчас пойдем и проверим, что у нас и как дела на Думской. Здесь у нас сейчас реставрация, поэтому мы не пойдем. Как известно, Думскую-то прикрыли. Точнее, как вот можно Думскую как улицу прикрыть? Да никак, а заведения развлекательные прикрыли. Прямо у нас по курсу там виднеется с белыми колоннами большой гостиный двор. А здесь были слева склады. Возможно, купцы, торговши жили там на втором, на третьем этаже. Ну, а сейчас вот были питейные заведения увеселительно-развлекательные. Ну, сейчас нет, все. Тишь да гладь. И даже ничем не пахнет, мягко говоря. Но так что я обращаю внимание, и для меня это примечательно, может и для вас. Если также, поставьте лайк. Вот эти двери, ставни, да, это же не какой-то нам новодел, а, как по мне, достаточно историчные ставни, двери. Вот эти-то, конечно, скорее всего, возможно, и новодел, но тоже, наверное, нет. Наверное, это все так оно и было 200 лет тому назад. По правую руку уже современная постройка. Да, не пойдем, пойдем туда. Называется это торговый центр «Перинные ряды». Но перинные ряды, заимствованное название, перинными рядами называлась часть больших гостиных дворов, как раз вот которая выходит на Думскую улицу. Почему перинные ряды, ну, опять же, наверное, объяснять не стоит. Подушки, одеяла, перины. Наверное, вся история оттуда. Для кого-то открою тайну, а для кого-то нет. Вот сейчас мы смотрим на второй этаж. Это балкон. Туда можно зайти, подняться и пройти. Давайте даже это сделаем. Да? Или нет? Я думаю, нет, не здесь. Здесь лестницы не оказалось. Не будем. Так, а что? Давайте прям по центру пойдем. Как он? Вид. Думаю, прекрасно. Ну и, собственно, как я говорил, над нами балкон, или как галерея на втором этаже. Так, давайте заскочим. Опа.
чуть-чуть истории больших гостиных дворов. Так, а что? Закрыли. Так, тут закрыто. Обманул. Ну, это конкретно эти двери закрыты, выхода на балкон. Но точно есть, скажем так, по углам, по угловым входам, по угловым лестницам, там они открыты. Самоцели туда нам подняться сегодня нет. Но просто знайте сей факт, что можно. А мы движемся все-таки обратно на Невский. Думская улица, Думская башня. Смотровая площадка открылась на Думской башне. Можно сказать, самая высокая точка на Невском, где вы можете подняться самостоятельно и посмотреть на город с высоты. Здесь же на втором этаже, получается, прямо на улице вот видны фигуры. Это восковые фигуры. Некий музей восковых фигур. Вот. А мы на Невском. У нас прямо по курсу Михайловская улица, Михайловский дворец, в котором Русский музей. Слева мы оттуда пришли, дом Зингера, канал Грибоедова. Ну а, наверное, сейчас у большого гостиного двора сделаем небольшую остановку, паузу. Конец первой части. И продолжим во второй.